Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что произойдет нежданно-негаданно. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот почему-то сразу же хочется сказать, что у каждого из вас по-своему был такой непростой жизненный путь. С чем он был связан? Многие из вас, вот знаете, занимались тем, что пытались содержать свою любимую женщину, пытались вкладываться, пытались вот как-то подзаработать и безумно любили, конечно же. Я не буду углубляться, да, потому что это каждый индивидуальный будет расклад, ответ, вопрос и так далее, что, почему и как у вас случилось. Но вот в общем я могу сказать то, что вы получили черную неблагодарность от своей женщины, то, что вы очень тяжело переживали, и то, что вот вы продолжаете даже, может быть, кто-то помогать. Либо детям, либо кто-то из вас даже еще есть, который просто своей бывшей подкидывает денежку, потому что до сих пор любит. Тоже такие среди вас есть. Я, конечно, если честно, не очень понимаю такие моменты, да, вот когда мужчины, даже разойдясь, продолжают содержать своих женщин, тем более, которые предавали, обижали. Но это личное дело каждого. Вы человечек, который умеет зарабатывать, вы абсолютно не транжира. Вы, может быть, даже потому и поднакопили какую-то денежку, у каждого это будет, конечно же, своя сумма. Но вот именно потому, что вы не тратите направо и налево, очень так бережно и скрупулезно, может быть, относитесь к деньгам, потому вы и собрали, вот, потому вы имеете то, что имеете. Жизнь порой преподносила вам не очень приятные такие и подарки, так скажем, да. Много переживаний, много страданий, много стрессов. У кого-то проиграется, что вам уже ни одна женщина, ну, скажем так, вставила нож в спину, да. Ни одна женщина предала, обманывала. То есть у вас вот как-то, ну, не везуха, не пруха с женщинами. Давайте сделаем снова наш маленький опрос. Вот сколько женщин вас предавали? По-моему, я когда-то уже делала такой опрос. Да, но давайте сделаем еще раз, потому что и новые подписчики, новые зрители канала, сколько женщин вас предавали и как это повлияло на вас, да? Вы все-таки держитесь, либо же вы тотально не доверяете женщинам. Вот именно как это повлияло на вас? Напишите, ребята, очень интересно почитать. Вы человечек, который, ну, довольно такой колкий стали. Колкий и, знаете, особо вы перестали коммуницировать. Я не могу сказать, что это прям все, да, ребят. Вы не забывайте про общий расклад. Но многие из вас, даже я бы связала вот это состояние тяжелое, которое вы переживали с вашей женщиной. После того испортился характер, после того стало более, ну, такие, знаете, агрессивные какие-то нотки в вашем характере, стали более вспыльчивый, более нервный. Кто-то из вас, опять-таки, у нас уже это не раз было в сигнификации, кто-то с рюмочкой чая дружил какой-то момент, да. И также среди вас есть те, кто либо же сейчас вот находятся, ну, в отшельниках, я бы сказала. Либо же вы проходили такой этап, вот именно период горевания, страдания, когда не хотелось ни с кем общаться. И еще раз говорю, многим из вас вот, ну, как-то особо больше и не хочется ни в компании, ни с кем особо коммуницировать. Есть, может быть, там пара-тройка друзей-приятелей, ну, то есть людей, с которыми вы можете пообщаться. Может быть, кто-то на работе, да, вот немножко так сдружился и общаетесь. И не хочется, потому что есть такая, знаете, какая-то тотальная, во-первых, неуверенность в себе, потому что отпечаток остался от ваших страданий, разочарований. И, конечно же, тотальное недоверие к людям. И не обязательно это к женщинам. Вот жизнь вас до такой степени колбасила,
что не хочется уже никого и ничего. Особенно это касается, ну, я думаю, тех, кто в возрасте, кому, ну так, за 45, за 50, да. То есть вы много чего повидали, и вы уже наелись. И гулянок по-своему, да, вот этих, я имею в виду, компаний, посиделок каких-то. Хочется спокойствия, хочется уюта, домашнего тепла, да. Я не вижу, чтобы у вас сейчас была, ну, такая довольно достойная женщина рядом. Но пока я не вижу. Вот у некоторых могут быть такие, ну, несерьезные отношения, временные отношения, либо же еще это может значить, что кто-то из вас все-таки начал новые отношения, да, потому что карта дурака, она может означать и как новые отношения, какой-то новый жизненный этап, либо же несерьезность. Поэтому переворачивайте под себя, ребят, кому что подходит. Вообще вы по жизни такой победитель, у вас даже, ну, такой воинский какой-то характер. Вы всегда можете быть защитником, вы можете быть опорой, вы привыкли быть на коне во всех смыслах этого слова. Я не беру во внимание то, что вас гнобили когда-то женщины, возможно, кого-то и сейчас. Вот женщина, которая находится рядом, может быть, вы еще живете вместе, да, прессует, так скажем, да. Но вот как-то вот с женщинами вы сдаетесь. Вот когда влюбляетесь, это опять-таки ни разу уже выпадало у нас в раскладах, когда вы влюбляетесь, вот как-то вы становитесь, ну реально беспомощным слепым котенком, который ничего не видит, не слышит, не обращает внимания на какие-то нехорошие такие, может быть, высказывания, поведение женщины. Вот розовые очки и все, и больше ничего. А потом, конечно же, страдали. Я вам скажу, что вы, несмотря на свои испытания такие, вы все равно остались светлым человечком. Да, может быть, более замкнутым, да, может быть, не так коммуницируете, но все равно вот ваша доброта, вот какая-то такая, ну, именно душевная такая доброта, отзывчивость, тепло, оно никуда не делось, и оно с вами так и останется. Просто вы теперь, знаете, вы как будто немножечко так, ну, закрылись, поставили такой невидимый блок от людей. В каком плане? Вы не будете так же помогать, слепо помогать, как это делали раньше, да? Вы не будете таким же безотказным. Вы будете очень так осторожно подходить к людям, и все равно, да, кому-то вы поможете, а кому-то и нет. Вы будете присматриваться. Вот эта ваша осторожность, она никуда не денется. Так же, как и ваша доброта. Просто вы будете бояться теперь быть слишком добрым, слишком отзывчивым. Вот какой-то напряг немножко это будет у вас вызывать и ассоциироваться с вашей прошлой жизнью. Кто-то из вас даже может сказать, что я не буду таким, как раньше, хватит с меня там ведь веревки, вот такие мысли могут быть. Вообще у многих из вас было много-много таких тяжелых мыслей, очень таких переживательных. Итак, давайте, мои хорошие, будем смотреть, что же произойдет нежданно-негаданно. Буду разные варианты рассказывать, вы знаете, да, кто меня смотрит. А вы переворачиваете под себя, потому что общий расклад кому что подходит. Смотрите, ну здесь вообще шикардос. Кто ждет денежку, вы ее получите. Денежка будет неожиданно, может быть, даже у кого-то проиграться, что она, ну, реально придет оттуда, откуда вы ее не ждали. Кому-то выпадет, знаете, еще как, что вот эта денежка, которая к вам придет, возможно, вы с ней очень быстро расстанетесь. Потому что вы то ли поможете вот какой-то женщине, у кого-то может быть это мать, у кого-то это может быть дочка. Ну, то есть, знаете, это уже хорошо, что денежку вы получите, да, но очень быстро вы по своей такой доброте душевной с ними распрощаетесь, потому что вы любите, да, делать подарки, вы любите для кого-то жить, вы любите кого-то баловать. Может быть, кто-то, кстати, пойдет на день рождения, там, я не знаю, может быть, коллега какая-то, к сестре, там, ну, то есть у кого как проиграется. Ну, то, что денежка будет, и причем неплохая, это уже хорошо. Далее, нежданно-негаданно. Кто сейчас находится либо в браке, либо в отношениях, вот здесь я могу вас огорчить. Я думаю, не за горами тот момент, когда вы разойдетесь.
по крайней мере, как минимум, вы серьезно задумаетесь о разрыве, разводе, потому что будет какое-то палево. Либо же вы узнаете о измене, о вранье, о предательстве вашей женщины, либо же факты вы какие-то найдете. Может быть, кому-то скажут, да, вот где-то видел твою благоверную. Ну, то есть здесь по башне идет разрушение, причем стремительно. То есть это может быть, знаете, ситуация, что ну чуть ли не как в анекдоте. Приехал муж с командировки и в постели лежит его красавица, да, с молодым джигитом. Поэтому, смотрите, это будет довольно такая неприятная ситуация. Вот она именно нежданно-негаданно, да. Здесь могут быть уже такие похолодания в отношениях, если вы давно, допустим, живете, либо же просто гражданский брак. Могут быть холодные уже такие какие-то не очень такие теплые отношения, я бы назвала. Но то, что человечек вас обманывает, вы точно этого не ждете. Либо же, по крайней мере, пытаетесь всегда закрывать глаза, оправдывать как-то, да. Ну, есть у вас такая черта, потому что вы чересчур добряк. Далее, а это уже шикарная карта. Я вам скажу, что у кого-то из вас проиграется, что вы можете воссоединиться с женщиной, которая появится на вашем жизненном пути. Конечно же, это будет новая женщина. И может у кого-то даже проиграться женщина издалека, либо из-за границы, там, из другого города, с которой вы сейчас, может быть, на расстоянии общаетесь. Но это не обязательно, да, не у всех проиграется. Это не значит, что у всех за границей женщины. Ну, то есть факт остается фактом, что падает семейная карта, причем очень такая, знаете, теплая, гармоничная семья, гармоничные отношения. И даже проиграться может у тех, кто сейчас вот лапки свесил, ручки опустил, ни во что не верю, не верю, не хочу, ничего не буду и так далее. Вот, ну, двойная карта брака, это здесь даже не обсуждается. Это стабильность, улучшение личной жизни во всех смыслах этого слова. Это не какая-то интрижка, это именно вот карта брака. Ну, как минимум, гражданский брак вам светит. Хотите вы того или нет. Кстати, у кого-то падает еще примирение. Вот примирение с человеком, с которым вы разругались, может быть, даже вот в дрободан. Думаете, все, не хочу, не буду, ни в коем случае не буду мириться и так далее. Вот как-то неожиданно состоится ваше примирение, поэтому не отчаивайтесь. Что еще будет? Не, ну новая любовь, но даже это не обсуждается. Но опять же мне показано, что кто-то из вас вот будет чувствовать, что влюбляется, и поначалу вот как-то, ну вам будет так страшно, вы так будете бояться, что он снова на те же грабли, снова обманут, снова предадут. Ну, ребят, не балуйтесь, честное слово. У вас идут кардинальные перемены. Отшельником вы больше не будете. Вы станете активным жезловым королем. Это о чем говорит? Жизнь ваша поменяется. Вы станете вести другой образ жизни благодаря своей новой женщине. Вы прекратите быть отшельником, это естественно. Вы станете более уверены в себе. И, конечно же, бобик ваш будет визжать от страсти и от того, что наконец-то появилась хозяечка, да? Хоть в какой-то будочке покувыркаюсь, а то все ручной да ручной, да, ребят? Поэтому, ну, я бы вот, знаете, смотря на этот расклад, я бы акцент сделала, что вот высшие силы передают именно об улучшении у кого-то из вас в личной жизни. Да, у кого-то будет рушиться семья, отношения, но это сейчас речь идет о токсичных отношениях. Это не про новые. Новые здесь как раз любовь. Очень такой будет плодотворный у вас период. Многие получат то, что хотели. Многие... ну, воплотят, вот знаете, как будто свои мечты, то, о чем вы давно мечтали. Поэтому мечтайте, господа, мечтайте. Ну, у кого-то, вот я вам скажу, ребятушки, ну, чуть попозже будет романчик с женщиной, с которой вы, может быть, знакомы, да, это не обязательно, что вы прям так тесно с ней общались. Ну, это может быть женщина, которую, может быть, вы просто в лицо знаете. Может быть, вы так общались, здравствуйте, до свидания, на таком уровне, а потом завяжется романчик. Ну, то, что некоторые будут так, знаете, довольно плодотворно
в этом направлении активничать, вот именно в романтическом таком, тоже среди вас такие будут. Как-то вот еще у вас начнутся воспоминания о прошлом, да, вот некоторые, опять же, я говорю все время некоторые, потому что вы знаете, что это общий расклад, да. Опять-таки будете скучать по каким-то таким очень, может быть, приятным моментам, по каким-то людям из прошлого. Может быть, этих людей уже даже нет в живых. Но вот знаете, как будто нахлынут воспоминания, какая-то ностальджи такая вас посетит. Ну, вы вообще такой мечтатель, вы мечтаете довольно часто, есть такие среди вас также. Далее, ну, то, что тестостерончик у вас будет ого-го зашкаливать, ну, любовь, ну, ребят, здесь даже не обсуждается. У вас, в принципе, шикарная карта падает. Кстати, будет еще у кого-то из вас довольно неплохое партнерство по работе. Вот если кто-то из вас задумал, может быть, дело свое начать, там, ну, либо еще что-то, что вам нужен помощник, да, здесь вы найдете довольно неплохого такого, вот именно партнера по работе, да, может быть, какого-то там спонсора, мецената, я не знаю. Ну, то есть человека, с которым вы будете сотрудничать и который, ну, довольно неплохо вас подымет в финансовом смысле этого слова. Кто-то из вас, кстати, задумается о лялечке. Вот захочется вам, ну, естественно, кому возраст позволяет, да, любовь, любовь. Ну, что еще можно смотреть? Любовь, смотрите, как красиво выпало, да, любовь и открытые ворота в светлое будущее. Даже больше не буду вытаскивать карт. Смотрите, то, что кто-то из вас захочет лялечку, начнете очень так активно работать над этим, с вашей новой любовью. Ну и плюс те из вас, кто подозревают, может быть, что на вас есть какая-то либо порча, какой-то негатив, вы от этого избавитесь. Избавитесь, и жизнь заиграет новыми красками, вы это почувствуете, я думаю, очень скоро, когда избавитесь от этого негатива. Поэтому, мои хорошие, вот такой сегодня у нас расклад был, довольно неплохой, я считаю. Ну, как-то все вокруг да около, любовь, любовь, любовь. Плюс еще, знаете, забыла сказать, получите очень важное известие от человечка, с которым, может быть, даже давно не общались. Очень такое приятное, теплое, радостное известие. Может быть, там, знаете, старый знакомый какой-то. Может быть, одноклассник, с которыми разошлись пути дороги. Вы будете безумно счастливы пообщаться с этим человечком. Потом, может быть, даже встретиться. Но то, что вы получите массу позитивных эмоций, это 100%. Поэтому, мои хорошие, надеемся только на лучшее. Готовимся к белой полосе вашей жизни, настрой на позитив, и все у вас будет хорошо. А если понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!